студенткой программы Erasmus Mundus in Central and East European, Russian and Eurasian Studies. Сегодня я расскажу вам, как поступить на программу Erasmus Mundus. И не просто поступить, а увеличить свои шансы на получение гранта. Во-первых, ответственно подойдите к выбору программы. Это очень классно, что можно подавать на целых 3 программы. Я считаю, это хороший шанс. Но очень важно выбрать именно те программы, которые подходят вам. Говоря проще, если у вас бакалавриат в инженерии, не стоит подавать на программы, связанные с литературой, историей или международными отношениями. Но с программами Erasmus Mundus это не всегда легко, так как много программ мультидисциплинарные, что означает, они находятся на стыке разных сфер. В этих случаях, если вам тяжело определиться, подходит ли ваш бэкграунд этой программе, посмотрите не только General Description программы, но и пройдитесь по списку Curriculum, то есть какие предметы эта программа обучает. И если они более или менее похожи на то, что вы либо уже изучали, либо делали во время своей практики, волонтерства и так далее, то, скорее всего, вы подходите этой программе. На одну из программ я подала просто потому, что мне нравились города. Рим, Мадрид, Лондон. Это была программа EU PADRA, Parliamentary Drafting and Legislative Procedures. Но у меня не было никакого бэкграунда в law или legal studies or whatsoever. У меня бакалавриат в политологии и международных отношениях. Что получилось? Я подала. В принципе, у меня был неплохой профайл. Я прошла собеседование. Результат был: они меня взяли, но без гранта. В сумме, если вам кажется, что вы не особо подходите программе, но вот прям у вас где-то там звенит звоночек на бэкграунде, лучше не стоит подавать. Совет номер 2 уже касается непосредственно ваших документов, а это мотивационное письмо, рекомендационные письма и резюме. Пакет документов должен выстраиваться в одно единое целое, должен показывать, как вы можете быть полезны этой программе. Говоря конкретнее, после того, как вы выбрали программу, вы прочитали, каким предметом она обучает, пройдитесь хорошенько по своему академическому профессиональному профилю и посмотрите, что из того, что вы делали, пересекается с тем, чему учит эта программа. Выпишите себе какие-то конкретные keywords, название предметов, которыми они учат, и прям пройдитесь по ним и посмотрите, пересекаются ли они с тем, что вы уже знаете или делали. Но опять-таки здесь могут возникнуть трудности, если программа, допустим, мультидисциплинарная, как есть программа, координируемая университетом Глазго, Local Markets Global Creatives. У нее достаточно обширный профиль того, что она покрывает. В таком случае, если вы видите, что программа слишком обширная, все равно сфокусируйтесь на вашем опыте, на ваших знаниях и выстроите какую-то одну логическую цепочку, то есть в чем вы сильны, что вы хорошо знаете. Это может быть аккаунтинг, это может быть, я не знаю, география, это может быть финансы. То есть выстроите свой пакет аппликаций вдоль этой вашей сильной стороны, и чтобы ваше резюме, академический транскрипт, мотивационное письмо пересекались. Таким образом, в мотивационном письме вы сможете доказать, что несмотря на то, что фокус программы настолько обширный, именно вы можете привнести в нее вот это свое умение, вот эти свои знания. Для мотивационного письма я сниму отдельное видео, потому что это самый главный документ вашего пакета. И также в пакете очень важны рекомендательные письма. Как правило, их нужно предоставить 2. Одно письмо должно быть от вашего преподавателя с университета, второе от супервайзера, который был у вас на практике, или человека, с которым вы работали где-то, или человека, с которым вы волонтерили, который был на ступеньку выше вас, и он знает ваши сильные стороны. И здесь очень важно, если вы работали на какого-то очень успешного, не знаю, знаменитого или властного человека, но он не знает вас достаточно, и он вам напишет примерно 3 строчечки, потому что он вас особо не помнит. Между таким человеком и человеком, с которым вы работали дольше, он вас знает лучше, он вас видел задействованным во многих проектах, лучше взять рекомендационное письмо у этого человека, потому что он сможет побольше расписать, он вас лучше знает. И последнее, ребята, очень важное — знание английского языка.
Пожалуйста, если у вас слабенький английский, но вы все равно хотите попасть на Erasmus Mundus, подтягивайте его как только можете. Его вы документируете с данными экзаменами на знание английского языка, будь то IELTS или TOEFL. Вас может прокатить при подаче, вы можете поступить. Особенно если нету собеседования в скайпе, вам кто-то поможет написать мотивационное письмо, отредактирует грамматику и так далее. Но если вы на этом моменте выдохнете и расслабитесь, и не будете его подтягивать дальше, вам очень будет тяжело дальше при учебе. Будь то гуманитарная или не гуманитарная специальность, я уверена, вам нужно будет много читать. Магистратура — это в основном семинары, вам нужно будет много разговаривать, болтать, выражать свое мнение. Итак, говоря в общем, очень важно выбрать правильную программу, собрать отличный, хороший пакет документов. И третье, хорошо знать английский. Не просто хорошо, а очень хорошо академический английский. Я надеюсь, моя информация была вам полезна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я буду снимать еще больше видео, чтобы рассказать вам о поступлении, студенческой жизни и так далее.